Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня я хочу с вами поговорить о Битох Леуми. Вернее, почему у так много бизнесов возникает проблемы с Битох Леуми. Прежде всего начнем с момента регистрации. На самом деле, многие, кто регистрируется самостоятельно и не очень опытных рои-хешбонов, не понимают, что существует три организации, в которых нужно зарегистрироваться. Это МАМ НДС, Мас Ахнаса и Битох Леуми. Причем у каждой из этих организаций у них свои законы. И сплошь и рядом случается, что человек получает ишур Осак Патор, зарегистрируется как Осак Патор или Осак Бурше, и вообще никоим образом не регистрируется в Битох Леуми, что очень и очень большая проблема. Потому что Битох Леуми это не только налоги, это еще и страхование. То есть, если, не дай бог, у человека производственная травма, если, рождение ребенка и прочее, то есть ты не зарегистрировался в Битох Леуми, ты можешь потерять очень и очень много денег. То есть нужно оформить бланк, нужно зарегистрироваться, и самое главное, нужно правильно зарегистрироваться в Битох Леуми. То есть есть случаи, когда вообще можно не платить, например, на Битох Леуми в качестве индивидуального предпринимателя, не быть там зарегистрированным. Например, то есть если ты работаешь как наемный работник и работаешь как индивидуальный предприниматель, у тебя доход от индивидуального предпринимательства до определенного уровня, ты можешь не платить Битох Леуми. То есть у меня сплошь и рядом случаи, то есть когда люди просто так платят 1000 шекелей в Битох Леуми. Случаи, когда человек когда ты зарегистрируешься в Битох Леуми, то нужно платить микдамот. За тем случаем, когда ты освобожден от уплаты Битох Леуми. Значит, микдамот это задаток, то есть это сумма, на которую ты застрахован в Битох Леуми, и после подачи годового отчета в налоговую, то есть существует перерасчет. Значит, соответственно, что если человек переплачивает или недоплачивает микдамот Битох Леуми, то это, естественно, плохо. Человек, который недоплачивает микдамот Битох Леуми, то после подачи годового отчета, то есть от него могут потребовать дополнительные 1000 и 1000 шекелей. То есть то, что нужно знать, что, во-первых, это правильно зарегистрироваться в Битох Леуми. Нужно знать, что есть случаи, когда можно не платить Битох Леуми как индивидуальный предприниматель. Что действительно правильно и своевременно платить микдамот, задатки в Битох Леуми. И, соответственно, не переплачивать и не недоплачивать в Битох Леуми. Всего вам доброго. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Битох Леуми на самом деле это область, в которой у бизнесов, из моего опыта, наибольшее количество проблем. Всего доброго, шаббат шалом, до свидания.